Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать новогодние украшения для кукол. Какой же новогодний праздник без елки? С нее и начнем. А если у вас уже есть подходящая елка, просто пропустите этот шаг. Для подставки я взяла вот такой пятипалый пластиковый соединитель из обычного строительного магазина. Для основы елки простую палочку от китайской еды. И для самих еловых веточек можно взять ветки от старой искусственной елки или проволочные гирлянды под ель, которые в зимний сезон продаются почти в каждых магазинах. Если иголки на вашей елочке слишком длинные, а вам это не подходит, то можно легко подстричь веточки обычными ножницами. Нарезаем кусочки желаемого размера. Начнем с нижних, они будут самыми длинными. И приклеиваем их к палочке основе. Я использую горячий пистолет. Чтобы елочка была пушистой, нужно приклеить по кругу не менее 8 веточек. Отступаем вверх по 1 или по 1,5 сантиметра и наклеиваем такие круги рядами, располагая веточки в шахматном порядке. В каждом последующем ряду веточки делаем чуть короче, придавая нашей елке форму пирамидки. Теперь сделаем шарики на нашу елку. Проще всего их сделать из бусин. Для начала из нитки сделаем петлю и завяжем 1 или 2 узелка. Лишнее отрезаем. Берем клей, у меня это момент кристалл. Наносим капельки на бусину и прикладываем узелок. Разнообразить наши шарики и сделать их интереснее можно с помощью обычных акриловых красок. Хорошо на елке смотрятся и бантики. Аккуратно и постепенно подтягиваем концы, чтобы уменьшить размер бантика. Также можно сделать маленькие подарочки. Самая простая развертка коробочки, на мой взгляд, это вот такая сетка по 1 сантиметру 3 на 4,5 квадрата. Вырезаем части крышки. И основную часть. Сгибаем по всем линиям. И склеиваем. Получается вот такой кубик. Коробочки можно обклеить цветной или оберточной бумагой, также конфетными обертками, покрасить красками. Также можно просто распечатать узоры из интернета или же вырезать и склеить развертку из самой бумаги. Отличным новогодним украшением будут ольховые шишечки. Можно покрасить их целиком. Или пройтись по верху, например, белой краской, чтобы подчеркнуть фактуру.
Еще один рождественский символ — звездочки. Их можно легко сделать из полоски бумаги. Берем полоску шириной 1 см, делаем вот такой узелок, затягиваем, отрезаем хвостик и просто обматываем по кругу. Конец заправляем. И обрезаем. Теперь аккуратно нажимаем на середину ребра, проминая ее. Поступаем так с каждым ребром. И готово! И вот такая елочка у меня получилась. Мне очень нравятся эти милые маленькие шарики. Такая елочка также станет отличным украшением новогоднего стола. Из наших еловых веточек также можно сделать рождественский венок. Сгибаем веточки полукругом и связываем их, формируя венок. Теперь остается только его украсить. В прошлом видео я делала кукольный электронный камин. Преобразим его. Новый год уже совсем скоро, так почему бы не украсить и кукольные домики? Такими новогодними миниатюрами вы можете украсить не только кукольный, но и свой дом. Они смотрятся очень мило и празднично. Теплее и уютнее они будут от того, что вы сделали их своими руками. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HelloDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно помогут улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!